сестры, нам сподобится всем мира долгожданного. И мира церковного, и мира в Отечестве нашем. Но помните всегда, что внешний мир, будь то мир в церкви или мир в нашем Отечестве, он тогда будет, когда у нас будет мир с Богом и мир с совестью. Когда мы научимся, братья и сестры, как святые отцы говорят, примирись с соперником, пока ты на пути. Что это за соперник? Это совесть наша, с которой мы часто противоборствуем. А путь – это жизнь наша. И надо примириться с соперником, пока мы еще на пути, пока еще здесь живем. И дай Боже нам, братья и сестры, этот мир внутренний стяжать. Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи, сказал преподобный Серафим Саровский. И еще вспоминается, знаете, как, казалось бы, ну как побеждать все, что творится, как побеждать. Я приведу пример, случай такой из жизни. Все вы знаете, старец такой был, протоиерей Николай на острове Залит, такой уже преснопоминаемый. И вот однажды к нему приехали люди для беседы, он, как обычно, в саду во дворе накрыл стол, да, поставил чай, розеточки с вареньем, с медом расставил, все сели пить чай, и тут вдруг прилетела большая жирная муха. И начала носиться над этим столом туда-сюда, туда-сюда. Ее отгоняли, но она никак не унималась. И один из сидящих за чаепитием подумал, да прихлопнуть бы ее и дело с концом. Да, и все. А старец Николай, провидя его помыслы, говорит, а может она просто сладенького хочет. Набрал на ложку меда, положил на край стола, и вдруг все увидели, что муха села на эту ложечку, на набранный мед, наелась и спокойно улетела. А пока она кушала, все с благоговением наблюдали за этим дивным действом, а в конце, когда она улетела, старец Николай сказал такие слова. Нужно побеждать добром. Не злобой, не ответным какой-то агрессией, добром. Так нас Христос учил. И верьте, братья и сестры, что апостолы Христова с миром, с любовью прошли весь мир и победили весь мир. Добро побеждает. Не злоба, не агрессия. Добро побеждает. Многие скажут, очень сложно, как интересно, знаете, у старца Гавриила Ургебадзе, грузинского преподобного блаженного старца, интересное житие такое, кто не читал, обязательно почитайте. У него есть такие слова, говорят, что очень трудно молиться за врагов, а ведь Господь заповедал за них молиться. А как же за них молиться? А старец Ургебадзе говорит, ничего трудного нет. Сначала помолись за своих родных, потом за людей, которые к тебе по-доброму относятся. Потом помолись за своих соседей, за своих знакомых. Помолись за свой город, за свое село. Помолись за свою страну. Потом помолись за весь мир. Но когда уже за весь мир помолился, тогда уже и врагов помяни, уже не сложно. Поэтому и здесь мы, братья и сестры, вы знаете, в церкви есть это добродетель. И, казалось бы, наш человеческий разум не вмещает, что ну как же молиться-то за врагов, которые зло тебе делают. А в практике церковной это есть. Знаете, где это увидел? Когда шел всеукраинский крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери Святогорской, 760 километров пешком шли, да, и подошли к Борисполю, и там агрессивная толпа встретила, и начали кидать в икону камни, яйца, нецензурную брань всякую. Но что интересно, как бы вызывая на агрессию, они бесились от своей бессильности, потому что вот они агрессивные, хотели злобу вызвать в крестоходцах. Но они злились, бросались, там, ругались всякими нецензурой бранью, а крестоходцы, женщины шли, плакали, детки шли со стыдом опустившие головы, пастыри шли, охраняя икону Божьей Матери, все пели «Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой». Оказывается, братья и сестры, мы тоже можем благословлять проклинающих нас, добро творить ненавидящих, нам, как заповедал Господь в Евангелии, и отвечать добром и не агрессивностью, а любовью на чью-то злобу, на чью-то агрессию. И если мы будем поступать так, то Господь увидит, что еще много на земле Его духовных чад, а своих Господь никогда не бросает. Своих Он милует и жалеет. Как наши, вы знаете, я с патриархом встречался на преподобного Сергия, вместе служили в Троице Сергию Лавре, и он сказал такие слова: «Владыка, а вы думаете, нам в 60-е годы легче было при Хрущеве?
когда храмы закрывали и говорили, что в 80-м году покажут последнего попа по телевизору, а мы в семинарии шли учиться. Учиться для того, чтобы потом говорить слова любви, призвать к любви и учить вечности тех людей, которые, казалось бы, и ополчались. И ведь победили. Ведь и здесь в храме я 100% уверен, и здесь в храме стоят бывшие комсомольцы и бывшие коммунисты. Христианство победило своим незлобием, своим терпением, своей кротостью и упованием, надеждой на помощь Божию. Дай Боже нам сегодня такой надежды. С праздником! Спасибо.